Привет, мои дорогие. Миндичгейт просто забил все новости. Все говорят только об этом. Все говорят о том, что уже даже там где-то Зеленского находят в каких-то звонках, что там кто-то у кого-то ночевал. Ну, короче, нам же ж не до этого, дорогие мои. Мы должны понимать, что происходит в действительности. Потому что мы все прекрасно понимаем, что это за Миндичгейт. Российская армия заняла Сухой Яр под Покровском. И не только это, там еще многие продвижения идут по территории, где-то выравнивается фронт, где-то прорывается и так далее. Как обычно, начинаем с фронта, дальше уже политических всяких нет. Там заявления Кличка, там польские заявления, что Польша превыше всего и так далее. То есть, еще раз хочу подтвердить, что действительно Миндичгейт это некоторая такая машина, которая закрывает всему информационному полю все происходящее на фронте. Потому что остаются только милитари-паблики, которые об этом говорят, и все. А обычные люди не лезут в милитари-паблики для того, чтобы получать информацию. Они все сидят и, коррупция. Еще раз коррупция в Украине. Поехали, дорогие мои, начнем с Мирнограда. Украинские военнослужащие заявляют, что давление россиян на восточном фланге Мирнограда носит систематичный поэлементный характер. Российские войска продвигаются вдоль трассы малыми штурмовыми группами, не стремясь пока к быстрым прорывам, а к постепенному подбору позиций ВСУ. Дорогие мои, там большие сдачи идут после применения 3000-х ФАБов. Там просто разбирают эти высотки, отрезают логистику, и там сдаются ВСУшники, там в большом количестве сдаются. Идем дальше. Это классическая тактика создать серую зону, вынудить украинские войска растягивать силы, отработать огневой контроль трассы, а затем пытаться закрепиться, когда логистика ослабнет. Одновременно отмечается использование тяжелой авиабомбометной нагрузки. Удары ФАБ-3000 по высоткам явно направлены на вывод опорных пунктов из складских узлов из строя. Разрушение многоэтажек разрывает линии связи, усложняет ночное предвидение, точнее передвижение и форсирует логистический кризис. Когда высотки превращаются в руины, это автоматически расшатывает систему города, рвутся связи, коридоры перемещения закрыты, логистика минусуется, подчеркивают военные. Ну, все делается по тактике. Знаете, я вам скажу, что для армии, да, это очень важно, потому что это огромный опыт, они перестраиваются, потому что вы помните, были какие-то советские, да, там, то, что в учебниках писали, какая-то советская школа и так далее. Украина, в принципе, там и осталась, потому что они воруют, как и воровали. Ну, а Россия в этом плане передвигается. Поехали. Запорожское направление. Продолжаются тяжелые бои за Степногорск, где ВСУ провели серию контратак, а в Приморском атакуют россияне. В районе Новоданиловки и Малой Токмачки идут позиционные бои. Идем дальше. Российская армия заняла Сухой Яр под Покровском. Там уже висит флаг, дорогие мои, с чем я поздравляю, не заняла, а освободила, как мы все прекрасно знаем. Поехали. Покровское направление. Россияне просочились в западную часть Шахова. Мне нравится это слово. Просочились, да? Как газ какой-то там просачивается. Атаки же к восточным окраинам села для российских подразделений обернулись большими потерями в технике. Западнее ВСУ провели несколько контратак в районе Карьеров и Кучерова Яра. Южнее Золотого Колодца сохраняется обширная зона боев, где перемешаны позиции обеих сторон. На центральном участке украинские силы под прикрытием сгустившегося тумана провели серию контратак в районе Родинского. В сети были опубликованы кадры с танковым рейдом. Ну, это где-то танковым. Один танк где-то что-то стрелял, то есть даже на танк не похоже, к его южным окраинам. Однако о возвращении ВСУ контроля над городом речь пока не идет. В нем по-прежнему действуют российские подразделения. Параллельно с этим с западных окраин Мирнограда появились кадры сдачи в плен большой группы пехоты ВСУ. Ранее позиции сил обороны здесь были отрезаны от снабжения ударами ФАБов, как я говорил, с ОМПК и дронов. Также российские войска наступают сразу с нескольких направлений. Большая часть Мирнограда уже представляет собой серую зону, очертить границы контроля которой проблематично. Немногим более однозначная обстановка складывается в Покровске. Большая часть города уже захвачена армией, освобождена, давайте, России, чему также способствовали недавние густые туманы. Ну вот мне нравится, там Мучной заявлял, что все те, кто проехали через туман, мы их всех видим, мы их всех уже положили рядом с теми мотоциклами. Кадры были у меня в Телеграме.
Чему также способствовали недавние густые туманы. Также недавно российские силы взяли прилегающую к городу Гнатовку и подняли в ней флаги. Так что, дорогие мои, не взяли, а освободили. Так, поехали, сейчас уходим в Гуляйполе. У ВСУ назревает катастрофа, пишет военный обозреватель Мирошниченков. Пресс-секретари что-то там констатируют. Господин главком признает только 3 населенных пункта, которые были отрезаны. На самом деле их больше, сообщает он. После Гуляйполя будет Орехов. А дальше, кроме Камышевки и Степногорска, уже особо ничего не будет сдерживать россиян от того, чтобы подобраться к южным окраинам Запорожья. Это также повлияет на ПГТ Покровское, не путаем с Покровском, если противник и его захватит, сможет выйти аж на Вольнянск, тогда это будут оперативно-тактические успехи врага. Ну, как это он пишет. И настоящая катастрофа, считает Мирошников. По его словам, руководящий направлением генерал Тарнавский подает вверх ложные отчеты. Они все их подают, поэтому тут ничего удивительного, дорогие мои. Поехали. В России продолжаются сбои в работе мобильного интернета. Его временно отключают во множестве регионов из-за атак дронов. Я эту статью не то что пропустил, просто и там в свете какой-то динамических продвижений, я имею в виду на Покровском, на Купинском и уже на Запорожском направлении, я просто не взял, не включил это. Что происходит? Если вы уехали из России и возвращаетесь обратно, ваша сим-карта отключается на целые сутки. Потому что есть чмыри, которые вывозят карты из России куда-то на другие территории. То есть, если она там даже какое-то определенное время была отключена, потом вы ее включаете, вы должны 24 часа прождать для того, чтобы она у вас активировалась, подключилась к сети. Это делается как раз из-за этих чмырей. То есть, они, я имею в виду вот эти закладки, эти либерасты конченые, они покупают эти карты, вывозят их, продают, ну не продают, передают украинским спецслужбам, те же их вставляют в дроны, и эти дроны потом летят по вышкам куда там надо, да, грубо говоря, там по этой, GPS называется, триангуляция, плюс еще там GPS и все остальное. Так что это делается для этого. Вот пишут, что на это BBC, пишет, что на этой неделе власти стали блокировать на 24 часа интернет, СМС россиянам, вернувшиеся из международного роуминга. Ранее подобные ограничения ввели для владельцев иностранных сим-карт. Видите, не только для этих либерастов, я имею в виду. Поехали. Парламент Казахстана в среду единогласно принял закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в СМИ и в интернете. Нарушителям грозит штрафы, а в случае повторения нарушения до 10 дней заключения. Запрет на пропаганду, это также BBC пишет, ЛГБТ в стране уже раскритиковали многие правозащитные организации. Поаплодируем казахам за то, что они не пошли по этому пути, который там Украина вводит. Хотя украинские националисты не особо тоже довольны, но морду им бить запрещают полицейские. Так что поаплодируем казахам за то, что они не допустили это дерьмо к себе в культуру, можно так сказать, в массы культуры. Поехали. Польша. Польша не поставит интересы Украины выше своих собственных, заявил Навроцкий, это президент. Он подчеркнул, что отношения между странами должны быть партнерскими с акцентом на поиск баланса между интересами Польши и Украины. Интересы Польши не могут быть использованы как инструмент для безусловного выполнения всех требований Украины, отметил он. Ну, братья, дорогие мои, куда же вы от них денетесь? Поехали еще немного аналитики от милитари украинских каналов по фронту. По данным Deep State, после взятия Успеновки российские силы заняли Рыбное, Сладкое и Новое, а также вышли к окраинам Равнополья. Ситуация на этом участке фронта может оказаться критической для украинской обороны. Параллельно с боями за Покровск и Константиновку российская армия получила возможность продвинуться на менее заметном, но стратегически важном направлении, где проходит главный оборонительный рубеж Украины. Для командующего украинской армии Сырского ситуация становится все сложнее. Управление войсками на 4 активных направлениях требует перераспределения резервов и точного прогнозирования действий противника. В отличие от фронта под Бахмутом, где сосредоточены значительные ресурсы, здесь украинские силы испытывают острый дефицит живой силы и техники. Это, знаете, такой, как вам сказать, ну, это жаргонно не хочу выразиться, подкол, типа, знаете,
Сырского, что на бахмутовском направлении он просто отправлял туда резервы. Все постоянно туда вот в котел кидал. Это плохо закончилось, но все же. Они его так подкалывают тем, что это не Бахмут, где можно просто тупо резервы кидать один за другим. А тут нужно смотреть 4 направления, да, и правильно балансировать между ними. Где-то что-то потерять, где-то что-то взять. Но уже говорят, что они куда-то отошли там, имеется в виду на запорожском направлении, на более выгодные позиции. Ну, так для того, чтобы люди это схавали. Поехали дальше. На данном участке фронта украинская оборона строилась по линии реки Янчур, где располагались Успеновка и ряд ближайших сел. Этот рубеж стал основной линией обороны, которую российские войска смогли прорвать после месяца боев. Тем не менее, говорить о разгроме неуместно. Продвижение шло планомерно и медленно. Главным удивлением стало на самом деле взятие Успеновки, а скорость последующего продвижения за считанные дни линия фронта сдвинулась почти на 8 километров. Темп, который на нынешнем этапе войны можно считать исключительным. Обычно даже в условиях открытой местности продвижение ограничивалось 5 километрами в месяц. Одно из объяснений заключается в том, что украинские подразделения не успели закрепиться на следующем оборонительном рубеже. Именно вдоль следующей реки происходит ключевая линия всей оборонительной системы региона. И ее прорыв российской группировки «Восток» может привести к открытию оперативного пространства. На этом участке после основных укреплений практически отсутствуют фортификационные сооружения, где делает направление уязвимым. При этом украинская армия традиционно не оставляет позиции даже после потери населенного пункта, используя тактику kill zone, введение боя за лесополосы и за посадки. Однако на данном участке оборона не сумела реализовать эту тактику, то есть они не смогли построить kill зону. Это может быть связано с недостатком операторов беспилотников и слабой координацией артиллерии. В последние недели командование изменило руководство 20-го армейского корпуса. Прежний командир был отстранен из-за неудачной организации обороны. Однако новый командир, генерал Николюк, пока не смог стабилизировать ситуацию. В районе Гуляйполя сейчас действуют одни из наиболее ослабленных частей украинской армии. Здесь оборону держит 102-я бригада территориальной обороны, приданная 20-му корпусу без полного взаимодействия с его структурами, что создает проблемы с управлением и снабжением. На основном участке прорыва расположена 110-я механизированная бригада, в состав которой включены до 4 приданных батальонов. 2 из них сформированы из частей территориальной обороны, а 3 относятся к отдельным стрелковым батальонам. Эти подразделения не относятся к элитным и не имеют достаточно боевого опыта. В результате фронт оказался растянут, а сил для одновременного отражения атак по всему периметру не хватает. Если темпы наступления сохранятся, то в ближайшее время российская армия сможет выйти к следующему оборонительному рубежу и начать формирование нового оперативного мешка вокруг Гуляйполя. Отличная аналитика. Она, знаете, она не создана для того, чтобы показать успехи российской армии. Она создана для того, чтобы достучаться до руководства, чтобы они что-то предпринимали. Ну, что они могут предпринимать? Воровство только. И все. Поехали. У нас Кличко говорит, что нужно снизить возраст мобилизации с 25 до 22 лет. Хотя у него есть сыновья, которые как раз очень подходят под этот возраст. Один 2000 года, насколько я знаю, второй, по-моему, в тех же 2000-х годах. Но, как вы понимаете, оба живут не в Украине. Он связывает это с огромными проблемами при поиске новых солдат, поскольку мужчины бегут за границу. У меня вопрос, а как они бегут за границу? Если вы отпустили их и так. Других же вы не отпускаете. Как они могут бежать за границей? Люди проламывают, как-то выбегают. В прошлом 18-летние молодые люди служили в армии, но это дети. Сейчас быть мобилизованным в Украине можно только с 25 лет. Можно снизить его на год или 2 до 23 или 22, сказал Кличко газете «Политика». То есть падла увидел кейс Труханова и начинает подмахивать уже непосредственно Зеленскому. Издание со ссылкой на мэра пишет, что рекордное количество мужчин бежит в Европу. По словам Кличко, поэтому на фронте дисбаланс между человеческими ресурсами Украины и численностью российской армии становится все более серьезным. Слово «дисбаланс» и Кличко — это разные вселенные, дорогие мои.
Так, чтобы вы понимали его масштаб этого человека. Окей, дорогие мои, я тружусь для вас, но я не могу найти что-нибудь именно в политическом, да, или в международном что-нибудь еще. Потому что все устремлены туда на фронт. Ну, понятно, что вот это вот говно вылезло, там, Миндичгейт, для того, чтобы закрыть своим говном происходящее на фронте. И понятно, что Зеленский также этому подыгрывает, потому что он начал говорить, что они будут содействовать, там, тому же НАБУ и все остальное. Ну, как мы видим, это все одна и та же рука. Делает рука офиса президента, потому что те деньги, которые они изъяли, те, кого они посадили и забрали у них там 40 миллионов или сколько там САП забрала, они все отдают Стерненко, понимаете, или вот таким, как Стерненко. То есть эти деньги далеко не уходят. У Стерненко фонд. То есть они туда положат, и как фонд, никто там за ним следить особо-то и не будет. Уйдут эти деньги опять туда, в офшоры Зеленского и всей его банде, дорогие мои. А Стерненко получит там свой 1 биткоин или сколько там он за это возьмет, за то, чтобы отмыть эти деньги через свой фонд. Кто будет приставать? Все ж патриоты кидают эти деньги туда. Сейчас уже там бегает вот этот вот черт второй Притула, собирает миллиард уже на опять что-то там, ему там миллиард надо собрать, дорогие мои. Окей. Пойду сейчас монтирую, обязательно выложу для вас это видео. Пойду немного прогуляюсь, сделаю пару красивых фотографий в красивом месте. Не буду пока говорить, уже потом увидите все. И одновременно буду следить за тем, что происходит у нас в новостном информационном поле. И, конечно же, ставить вас в курс. Поэтому обязательно подписывайтесь, дорогие мои. И я вас всех обнял.